Итак, Туя – это испанский бренд, это стойкий краситель, он оставляет яркий след на коже. На коже держится от 3 до 14 дней, а на волосках до 30 дней. Он идет на основе этаноламина, бережно окрашивает волоски бровей и ухаживает за ними. В своем составе содержит ухаживающие компоненты, такие как кератин, органовое масло, алоэ вера и витамины. Туя имеет богатую палитру оттенков, в линейке на данный момент 9 оттенков, осветлитель для бровей и 2 оксида, жидкий и кремовый 3%. С осветлителем для бровей работает только кремовый оксид. pH красителя 9-10, а оксидов 5-6. Чтобы было удобнее ориентироваться, я поделила оттенки Туя на 4 группы по степени затемнения волоса и по типу внешности. Первая группа – это черные оттенки. В линейке Туя несколько черных оттенков, они отличаются между собой цветовыми нюансами. Первый оттенок Deep Black – это насыщенный черный оттенок, по цветовому нюансу это нейтральный черный оттенок. Он имеет слегка коричневатый подтон, это такой своеобразный теплый черный оттенок без явного синего или фиолетового подтона. На коже он дает серо-коричневый холодный цвет. Deep Black предназначен для окрашивания ресниц, но и из-за цветового нюанса его можно использовать для окрашивания бровей брюнеток. Следующий черный оттенок Bluish Black – это черный насыщенный оттенок на синей базе. Он имеет явный синий цветовой нюанс, на коже дает синий-серый холодный отпечаток. Этот оттенок хорош для окрашивания ресниц после ламинирования или долговременной укладки. Для окрашивания бровей он не подходит. И последний черный оттенок Violet Black – это черный насыщенный оттенок уже на фиолетовой базе. Он имеет явный фиолетовый нюанс, дает красивый оттенок на ресницах, подойдет для теплой или смуглой внешности, для карих глаз. На коже оставляет фиолетово-серый оттенок. Violet Black предназначен для окрашивания ресниц, для окрашивания бровей не подходит. Используется в миксах в малом количестве для коррекции нежелательного подтона или изменения цветовой температуры микса. Я вставлю фото со сравнением оттенков. Здесь вы можете явно увидеть цветовые нюансы этих оттенков на прядях, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Вторая группа – это оттенки серо-пепельного направления. Их уровень глубины тона светлее группы оттенков Black. Первый оттенок в этой группе графит. Это серый холодный оттенок на фиолетовой базе. На коже он дает серо-фиолетовый отпечаток. Это более светлый оттенок, чем линейка оттенка Black. Он имеет уровень глубины тона 5-6. В чистом виде подойдет для окрашивания бровей обладателям холодных типажей с пепельными оттенками волос или седых волос, холодного брюнета. Окрашивать от светлого до темно-серого в зависимости от времени выдержки. Графит хорош в миксах для ухладнения оттенков или затемнения светлых оттенков, коррекции рыжего подтона оттенка. Следующий оттенок Taupe Gray. Этот оттенок очень похож на оттенок графит, но в отличие от него Taupe Gray пепельно-холодно-коричневый, без явного фиолетового подтона. Такой же оттенок он дает и на коже. Этот оттенок затемняет волос на 5-6 уровне глубины тона. Он не очень темный, в чистом виде подойдет для пепельного блондина или холодного шатена, также для обладателей темно-русых оттенков волос. Далее мы поговорим о группе оттенков для шатенок. Они графичные, но имеют разную температуру. Первый оттенок в этой группе – это Brown. Это холодный коричневый оттенок на зеленоватой базе. На коже дает зеленовато-коричневый отпечаток. Темный оттенок, он идет на уровне глубины тона 3-4. В чистом виде подойдет для нейтральных либо холодных шатенок, либо для теплых брюнеток. Можно использовать в миксе с цветом чеснок для получения нейтрального коричневого оттенка. Также браун можно использовать для окрашивания ресниц светлых типажей. Второй оттенок в группе для шатенок Chestnut – это теплый красновато-коричневый оттенок. На коже он дает явный красновато-коричневый подтон. Chestnut немного светлее оттенка Brown. Он идет на уровне глубины тона 4-5.
В чистом виде подойдет для теплого шатена, для обладателей окрашенных волос в красный, либо оттенки красного дерева. Для получения более деликатного оттенка без явного красноватого подтона можно использовать в миксе с браун. Если вы хотите менее графичный оттенок и приглушить красновато-рыжий подтон, вы можете использовать честнат в миксе с оттенком Taupe Grey. И последняя группа оттенков – это оттенки для светлых типажей. Они лишь слегка тонируют волос без сильного затемнения. Первый оттенок – это оттенок Ash Brown. Это холодный светло-пепельно-русый оттенок. На коже дает светло-серо-бежевый оттенок. Уровень глубины тона этого оттенка идет на 6-7 уровне. В чистом виде подойдет для натурального блондина, холодного блондина, русых. Хорош при долговременной укладке бровей. Ash Brown отлично ведет себя в миксах. Это хорошая база для создания холодных миксов до 6 уровня глубины тона. Он придает пепельное направление другим оттенкам. И последний оттенок Light Brown – это светлый золотистый оттенок на желтоватой базе. Он лишь слегка тонирует волос. Это, пожалуй, самый чистый золотистый оттенок для теплых блондинок, который я когда-либо встречала. На коже дает бежево-желтый теплый оттенок. В чистом виде подойдет для пшеничного блондина, теплого блондина, рыжих. Light Brown – хорошая основа для теплых миксов до 6 уровня глубины тона. Для получения нейтрального светло-бежевого оттенка можно использовать в миксе с Ash Brown в соотношении 50/50. Далее на основе этого микса можно получить различные миксы в сочетании с другими оттенками из палитры. При окрашивании на холодный серый оттенок волоса может дать нежелательный зеленоватый подтон на волосках. Перед окрашиванием необходимо использовать осветлитель. Хочу рассказать немного об осветлителе для бровей от Tuya. Он интенсивный и может осветлять от 2 до 3 тонов. Осветлитель работает только с кремовым 3% окислителем. Используется для осветления натуральных бровей, для придания бровям теплого оттенка, для осветления уже окрашенных, но перетемненных бровей, для последующего окрашивания уже в нужный тон светлого оттенка. Также для выравнивания цвета седых, либо не однотонных бровей, для их последующего окрашивания в один тон. Хочу предостеречь вас, осветлитель нельзя использовать либо до, либо после непосредственно долговременной укладки бровей, так как это сильно травмирует волоски. Процедуру осветления можно проводить недели через 3-4 после долговременной укладки. Хочу дополнить свой обзор миксами для получения оттенков, которых нет в линейке Tuya. Первый микс – это микс Light Brown плюс Ash Brown плюс Chestnut. В соотношении 45, 45 и 10%. Мы получаем светлый бежевый оттенок со слегка красноватым, деликатным подтоном. На коже он дает теплый коричневый оттенок. Красный нюанс в этом миксе очень деликатный. Если нужен оттенок с явным красноватым подтоном, Ash Brown можно не добавлять, а сделать микс только с Light Brown плюс Chestnut в соотношении 90 к 10%. Этот микс подойдет для рыжих или теплого блондина. Второй микс – это микс Light Brown плюс графит в соотношении 90 к 10%. Получаем светлый бежевый оттенок со слегка зеленоватым подтоном, который характерен для светло-русого типажа. Этот микс для очень светлых типажей натурального блондина русых. Последний микс – это микс Brown плюс Chestnut в соотношении 70/30. Здесь корректируем зеленоватый холодный подтон Brown и получаем нейтральный коричневый оттенок. Этот микс хорош для шатенок. Итак, давайте теперь подведем итог. Начнем сначала с минусов. Так как этот краситель оставляет яркий след на коже, кожа требует тщательной подготовки пилинга. Следующий минус – после смывания краски с бровей с течением времени отпечаток на коже темнеет, и вы видите более насыщенный оттенок, чем при снятии. Поэтому можете ошибиться с интенсивностью оттенка. Нужно учитывать этот момент. Из минусов я отмечу неудобную упаковку красителя, так как краситель постоянно выдавливается под действием давления тюбика, видимо, из-за того, что он узкий и длинный, и носик постоянно грязный, из-за этого, что очень жаль.
Еще один большой минус – это его цена. Один тюбик краски стоит 930 рублей. И, конечно же, плюсы перевешивают все упомянутые минусы. Отдельно хочу отметить богатую палитру оттенков, красивых оттенков, которые хорошо работают в миксах и сочетаются между собой. В линейке Туи есть оттенки для очень светлых типажей, и их можно использовать при долговременной укладке бровей. Мне понравилась текстура этого красителя. Он может быть как жидким, либо кремовым, в зависимости от окислителя. Мне больше нравится кремовый окислитель. Также в составе есть ухаживающие компоненты, которые улучшают состояние волоса при окрашивании. На этом моменте я хочу закончить свое видео. Пишите свои любимые миксы в комментариях. Напишите свое мнение о Туя, мне будет очень интересно почитать. Еще хотелось бы узнать ваше мнение. Нужно ли в обзор красителя включать миксы или лучше их выделить в отдельное видео? Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!